Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня второй мастер-класс росписи по дереву. Роспись по дереву – это техника, и совсем не обязательно уметь рисовать. Сегодня я буду расписывать вот такого мишку и расскажу следующую историю. Для работы понадобится деревянная поверхность, пергамент, копирка, карандаш и различные кисточки. Для теней вот такая скошенная кисточка, которую я сделала сама, срезав часть плоской кисти. Для шерсти вот такая кисточка или такая, или лучше всего взять старую, испорченную, лохматую кисть и акриловые краски. Поверхность досточки грунтую белой акриловой краской. Окрашиваю постукивающими движениями. Губку желательно смочить водой и тщательно отжать. Я забыла это сделать. Ссылку на эскиз к этой работе вы найдете внизу под описанием. Если рисунок исчез после грунтовки, можно поступить вот так и сделать копирование при помощи простого карандаша. Я хорошо помню тот вечер. Мы сидим в его комнате перед черно-белым экраном. На экране компьютера нарочито небрежно нарисованный человечек карабкается вверх по наклонной плоскости. Он падает, снова пытается забраться наверх, снова падает и опять лезет. Он повторяет свои попытки множество раз, а затем меняет что-то в конструкции под плоскостью и проходит весь путь до конца. Я говорю, это почти как у Жванецкого. Может, в консерватории что-то поменять? Он не понимает меня. Он вырос в другой культуре. Резко встает со стула и говорит, я знаю, чем я хочу заниматься в жизни и где буду учиться. Это история моего сына, его пути к творчеству. Когда мы приехали в Израиль, Андрею было 11 лет, сейчас ему за 40. С самого раннего детства он замечательно рисовал, и я до сих пор храню его детские рисунки. В школе учился посредственно, каюсь. Мы мало занимались ребенком. В первые годы в новой стране мы были очень заняты собой, много учились и тяжело работали. Мы не заставляли его учиться, не читали морали, никогда даже не наказывали его. Но, правда, в последний год муж все-таки не выдержал. Это был экзаменационный год. И со словами «Я еще не встречал ни одного человека, который бы зарабатывал на компьютерных играх», забрал кабель от компьютера на работу. Да, мы почти не занимались сыном, но вместе с тем он закончил школу с полным аттестатом зрелости, что в Израиле не само собой разумеется. Потом была служба в армии, где он получил не только специальность механик двигателя, но и желание учиться дальше по этой специальности. Мы были безумно рады. Мальчик пойдет по папиным стопам, получит хорошую профессию. Для поступления в технический вуз необходимо было поднять не только балл, но и уровень по математике, который у него был средним.
После армии пошел учиться, чтобы поднять математику. Сидел целыми днями и ночами за учебниками. Успешно сдал экзамен. И когда цель была достигнута, вдруг сказал, как отрезал: «В этом году поступать не буду. Я еще не решил, чем хочу заниматься в жизни». Я была в шоке. «Твой папа в твоем возрасте уже был инженером». «Мой папа не рвал 3 года задницу в армии», был ответ. Прошло некоторое время, и мы обнаружили, что сын перестал встречаться с друзьями и все свободное время проводит, запершись в комнате. Где-то раздобыл компьютерную программу по анимации. Он делал ролики про друзей, про службу в армии, разные смешные сюжеты. Мешало ему только одно. Иногда нужно было отрываться от компьютера и идти на работу. Уволился. Устроился ночным сторожем. Днем делал свои ролики, а ночью рисовал персонажей, писал сценарии. Так продолжалось примерно полгода. А потом он показал нам свой ролик про наклонную плоскость и объявил о решении. После мы шептались с мужем на кухне. Муж сказал: «Будем молчать. Это его жизнь. Наши родители говорили нам, что делать и где учиться. Мы другие». «Хорошо», – примирительно согласилась я, тем более, что он туда не поступит. Жалко, потеряет еще 1 год. Учебное заведение, которое выбрал Андрей – Всемирно известная Академия искусств Бецалель в Иерусалиме. Поступить туда невероятно трудно. И я слышала множество историй о том, как люди поступали туда по нескольку лет подряд и сошли с дистанции. И потом для поступления, кроме творческого экзамена, нужно представить папку работ, портфолио. Для создания такой папки нужно время. Этого времени у сына не было. До творческого экзамена оставалось несколько месяцев. Карандашом нарисовал старый ботинок, кроссовку, сделал несколько фото на промышленную тему, слепил из массы да что-то подобие лица, нарисовал не очень приличный комикс на библейскую тему и взял этот свой ролик про наклонную плоскость. Люди годами собирают приличное портфолио, нанимают учителей, идут для этого на подготовительные курсы. Его ждет разочарование, думала я, и позволила себе все же дать совет, немного понизить планку. На академии свет клином не сошелся. «Это так, но не для меня», был ответ. Позже он расскажет, какой шок испытал на творческом экзамене, глядя на других абитуриентов. Получив задание, я стал наблюдать за другими и был поражен их профессионализмом. Все рисовали как настоящие профи. Я так не умею. Это был настоящий стресс, под воздействием которого я стал рисовать так, как рисуют маленькие дети. Потом было еще собеседование для тех, кто прошел экзамен. На собеседовании ему сказали, что научить рисовать можно любого человека. Это дело техники. Для этого и существует обучение. Академия же ищет и отбирает людей с креативными мозгами, с неординарными идеями. Мой сын поступил и закончил отделение компьютерной анимации Академии искусств в Иерусалиме. Его карьера была очень непростой. Были взлеты и падения. Падений было намного больше. Был даже небольшой период, когда он вернулся работать ночным сторожем. Чем занимается сегодня? Зарабатывает на жизнь компьютерными играми. Стартап. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Я думаю, что вот это у нас будет герой следующей истории, которую я вам расскажу. Вы себе не представляете, как меня поддержали и порадовали ваши комментарии к первому видео «Роспись по дереву». Это замечательная техника, которую я очень люблю. Я всегда отдыхаю душой и физически, когда этим занимаюсь. Я очень вам благодарна. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!